Краткие итоги по всем юридическим вопросам, которые я поднимал. По поводу слива фекалий в реку Псикупс и разлива фекалий по близлежащим к канализации полям. Что мне известно? Значит, активность чиновников как-то подупала в апреле, в мае месяце. Последнее, что мне написали, это то, что Следственный комитет занимается выяснением виновных в экологической катастрофе, которая происходит с 2021 года. Очень странно, что этих виновных тяжело установить, поскольку колодец, из которого эти фекалии вытекают, принадлежит муниципальному предприятию «Водоканал». Водоканал контролируется администрацией, то есть виновные как бы очевидны. Кто это? Это чиновники, это должностные лица водоканала и администрации. Аргумент, что это аварийный выброс, я так понимаю, сейчас уже перестали муссировать. Ну, очевидно, что ни о какой аварийности выброса не может идти речь, если по состоянию на январь 25 года оголовье колодца на Ярославского 139А просто было сбито. То есть специально сотрудники водоканала сбили бетонное кольцо, чтобы фекалии свободно лились по полям и попадали в конечном итоге в реку Псикупс. Вот это все, ну, как бы на совести Следственного комитета. Они не могут увидеть очевидных виновных. Полиция мне не ответила. То есть они там одно время приходили от них какие-то письма о том, что зарегистрировали материалы по каким-то КСП, но никаких содержательных ответов полиция мне не прислала. То же самое касается прокуратуры, что да, вот там что-то подтвердилось, что-то не подтвердилось, но я добиваюсь конкретной ответственности, конкретных должностных лиц водоканала и администрации. И я добиваюсь того, чтобы это преступление прекратилось. Оно происходит на двух адресах, на Пономаренко 5, около одной насосной станции, и на Ярославского 139 Б, около главной насосной станции, но, к сожалению, пока виновный не наказан.